Всем привет! Вы на канале Коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю советской банкноте 100 рублей 1961 года. Параметры банкноты. Размер составляет 140 на 70 мм. Материал – белая бумага с глянцевой поверхностью с одной стороны или бумага светло-бежевого оттенка. Основной цвет банкноты коричневый, бежевый, светло-голубой. Водяной знак на белом поле портрет Ленина. Данная банкнота была введена в обращение 1 января 1961 года. Выведена из обращения 23 января 1991 года. Лицевая сторона. Имеется белое поле справа, на котором внизу в гелиширной розетке изображено число 100. Остальное пространство заполнено фоном, плавно меняющим к центру цвет от бежевого к светло-голубому. Справа фон оканчивается волнистой линией. Верхняя часть рисунка имеет рамку с тонкими узорами в виде буквы «П». Вниз от нее плавно расходятся горизонтальные волнистые линии. В левом верхнем углу в овальной рамке расположен портрет Ленина. Напротив, посередине находится крупный узорчатый элемент, в котором в круге изображен герб СССР. Ниже крупное число 100, поверх которого курсивом указан номинал 100 рублей. Наверху над гербом имеется надпись «Билет Государственного банка». Под ней посередине СССР. В нижней части справа розетка с числом 100. Слева две пустых розетки, расположены одна над другой. Внизу посередине в рамке имеется двухстрочная надпись мелким шрифтом. Банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими активами Государственного банка. Оборотная сторона. Слева имеется белое поле с числом 100 в цветной розетке внизу. Остальное пространство заполнено фоном, меняющим к центру цвет от бежевого к светло-голубому. Также фон украшен цветными узорами. Слева находится гравюра с изображением водовзводной башни Московского Кремля. Верхняя часть гравюры обрамлена узорчатыми линиями. Два верхних угла цветной части купюры имеют розетки с числами 100. Посередине между ними буквы СССР. Немного ниже расположена еще одна розетка с числом 100, но большего размера. Справа внизу между двумя горизонтальными линиями указан номинал 100 рублей. Под ним указание номинала на 14 языках остальных союзных республик. Еще ниже в рамке между двумя круглыми узорами имеется надпись в 2 строки. Подделка билетов Государственного банка СССР преследуется по закону. Левее указан год выпуска банкноты 1961. Наверху посередине и слева внизу красной краской указаны серия и номер банкноты. Теперь рассмотрим цену банкноты 100 рублей 1961 года. Обращаем внимание на серию банкноты, так как она в первую очередь и влияет на стоимость. Серия и номер банкноты находятся на оборотной стороне. Для начала определим тип бумаги банкнот. Их всего 2. Первый тип бумаги – матовая поверхность с оттенком цвета банкноты. В отдельных случаях имеет красный или фиолетовый оттенок. Второй тип бумаги – глянцевая поверхность, бумага белого цвета. По отдельности определить тип бумаги трудно. Правильнее, если у вас для сравнения будут оба варианта. Кроме того, банкноты имеют разновидности по цвету лучей розетки, которая находится на белом фоне слева от рисунка Кремля. Они могут быть желтые, салатовые и зеленые. Определите, какой у вас тип бумаги и цвет лучей розетки, и запомните их. Начнем с серии АА с надписью «Образец» с черной надпечаткой, стороны отдельно, и с номером 7 нулей. Цена такой банкноты в состоянии Very Fine составляет 15 тысяч рублей. В состоянии Extra Fine цена составляет 20 тысяч рублей, а в сохранности Uncirculated цена составляет 30 тысяч рублей. Далее следует серия АВ с надписью «Образец» с красной надпечаткой, двухсторонний, и с номером 7 нулей. Цена такой банкноты в состоянии Very Fine составляет 15 тысяч рублей. В состоянии Extra Fine цена составляет 20 тысяч рублей,
а в сохранности Uncirculated цена составляет 30 тысяч рублей. Далее следует серия «Я-Я». «Я большая» и «Я маленькая». Без надписи «Образец» и с номером 7 нулей. Цена такой банкноты в состоянии Verifine составляет 70 тысяч рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 100 тысяч рублей, а в сохранности Uncirculated цена составляет 120 тысяч рублей. Далее следует стартовая серия АА. Бумага у банкноты первого типа. Лучи розетки зеленого или салатового цвета. Цена данной серии в состоянии Verifine составляет 1200 рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 1600 рублей, а в сохранности Uncirculated цена составляет 2500 рублей. Далее следует серия АБ, АВ. Бумага у банкнот первого типа. Лучи розетки зеленого или салатового цвета. Цена данных серий в состоянии Verifine составляет 800 рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 1300 рублей, а в сохранности Uncirculated цена составляет 1800 рублей. Далее следует серии от АВ до ВЕ. Бумага у банкноты второго типа. Лучи розетки зеленого или салатового цвета. Это такие серии, как АВ, АГ, АЕ, АЗ, АИ, АК, АЛ, АМ, АН, АО, АП, АС, АТ, АХ, АЧ, А мягкий знак, АЭ, АЯ, БА, ББ, БВ, БГ, БЕ, БЗ, БИ, БК, БЛ, БМ, БН, БО, БП, БС, БТ, БХ, БЧ, Б мягкий знак, БЭ, БЯ, ВА, ВБ, ВВ, ВГ, ВЕ, ВЗ, ВИ. Цена данных серий в состоянии Verifine составляет 450 рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 650 рублей, а в сохранности Uncirculated цена составляет 800 рублей. Далее следуют серии ВЗ, ВИ. Бумага у банкнот второго типа. Лучи розетки зеленого или салатового цвета. У данных банкнот сниженный тираж. Максимальный номер 1,6 нулей вместо 7 девяток. Цена данных серий в состоянии Verifine составляет 2000 рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 4000 рублей, а в сохранности Uncirculated цена составляет 6500 рублей. Далее следует серия замещения ЯА. Лучи розетки зеленого или салатового цвета. Цена данной серии в состоянии Verifine составляет 3500 рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 6500 рублей, а в сохранности Uncirculated цена составляет 10 тысяч рублей. Далее следуют любые серии, лучи розетки у которых желтого цвета. Цена данных серий в состоянии Verifine составляет 450 рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 650 рублей, а в сохранности Uncirculated цена составляет 800 рублей. Напоминаю, что очень многое зависит от степени сохранности банкноты. Коллекционеры в редчайших случаях приобретают банкноты в плохой сохранности. Только состояние Uncirculated действительно коллекционное. Данная сохранность – это абсолютно новая банкнота в безупречном состоянии. На ней нет ни малейших помятостей, уголки идеально острые и чистые. И вся банкнота идеально ровная. Цена банкноты в состоянии Uncirculated и цена банкноты, походившей в обороте, может отличаться в сотни раз. И если же у вас есть банкнота 100 рублей 1961 года, то не забудьте написать об этом в комментарии и какая именно у вас серия и степень сохранности. И если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч!